свое приложение, которое все время свежее. Да, что отображает его постоянно. Можно видеть приложение, можно как позвонить трекерам на телефон, как из телефона на трекер, все видно в приложении, очень круто. Полгода назад на выставке электроники SEO 2019 я вот так подошел к стенду со странным названием Чипола, фирма Чипола. Ну, думаю, что-то такое интересное. Людей, причем людей было достаточно мало, вот что меня удивило. Это были вот именно устройства или брелки для того, чтобы находить свои вещи. То есть, если вы где-то потеряли ключи, там кошелек, телефон, вот именно компания Чипола придумала интересную хрень. Она придумала брелки, но не простые. Простые брелки мы знаем, чтобы потерять. Есть всякие были за 30 лет, я видел всякие свистульки, блютусные, всякие штучки. Сейчас продают этого, как не буду выражаться в эфире. Продают очень много, всяких разных. Но компания Чипола сделала необыкновенный товар. Она сделала просто отличный продукт, который подойдет всем. Даже тем скептикам, которые так вот относятся, типа, зачем мне это надо, как бы ничего особенного. Но есть коренные отличия этого брелка от остальных. И я тогда не обратил внимания, ну как бы особо так поинтересовался, конечно, что это такое, но как бы дальше дело не пошло, я и забыл про это. И тут вдруг я вспоминаю, когда мне недавно в руки попалась вот такая коробочка, я, честно говоря, вспомнил, что где-то я уже такое видел. Это было именно там на той выставке. Вы видели на видео, что действительно, да, это Чипола, этот товар. И этот товар, как раз этот брелок, очень мне сейчас понадобился, и он достаточно удобный. Я вам расскажу почему. Во-первых, дальность действия этого брелка составляет около 60 метров на открытой местности. Понятно, что с учетом стен, перегородок будет немножко меньше, но тем не менее это выходит за рамки стандартных Bluetooth устройств, которые имеют сейчас дальность 10 метров максимум. И то это тоже в идеальных условиях. Здесь я действительно проверил, здесь до 60 метров. То есть, если я нахожусь на даче, беру с собой, то где-то на территории свободно мой брелок может быть обнаружен и тому подобное. Второй момент — это то, что все привязывается к карте местности, где вы находитесь. То есть, если вы потеряли где-то брелок, вы можете открыть брелок, но это значит, что вы потеряли, например, ключи, либо кошелек, либо чемодан, то вы можете открыть карту, посмотреть. Да, я здесь вот был, и я здесь их потерял. И на карте четко видно, где это место, где вы потеряли. Третье преимущество этого брелка то, что можно менять батарейки очень легко и просто. Батарейки хватает примерно на, они обещают 9 месяцев, но пока я пользуюсь пару недель, поэтому ничего сказать не могу. И еще один момент, то, что самое главное нужно было мне при покупке, для чего, что я требовал от брелка на ключах, например, это то, что можно найти, то, что он подает сигнал, когда ты выходишь за зону действия. То есть ты потерял, тебе сразу же приходит не просто сигнал, тебе приходит уведомление, он привязывается к андроиду, он привязывается к айфону, тебе приходит уведомление, как напоминание, то, что вы выходите из зоны действия брелка. То есть он вне зоны. Вот. Это очень важно. Это самое, пожалуй, это для меня, наверное, и для вас тоже, что это одна из основных фишек этого устройства. Как бы вы можете потерять, но вы потом не найдете где. Тут вы сразу только отходите, хлоп, вам. Если у вас есть Apple Watch, либо iPhone просто, либо любой смартфон, вам приходит уведомление. Вы услышите, увидите это уведомление, то, что вы сейчас где-то уже что-то потеряли. Я считаю, что это очень важная фишка, и компания Чипола достаточно это пока, конечно, фишка у них на стадии тестирования, но она в принципе работает. Я вам сейчас покажу, как это работает. Попробуем теперь настроить, покажу, как подключается вот новый брелок. Я
На примере, то есть я этот удалил, естественно, я попробовал, как все работает. И сейчас покажу, то есть я его удалил из системы. Прежде всего мы скачиваем программу Chipola. Chipola достаточно просто найти, либо по инструкции, которая в коробочке, либо просто задав поиск в Play, в App Store. Открывается, значит, вот такое вот приложение. Здесь у нас есть, прежде всего, да, вас попросит, сейчас я, наверное, не покажу, но да, прежде всего вас попросит зарегистрироваться, войти, чтобы у вас был свой аккаунт, свой логин и пароль. То есть после того, как вы зашли, вы попадаете вот в главное, так скажем, пока меню, пока оно белое и ничего не видно. Тут можно нажать карта, и по вашему GPS покажет, где вы находитесь в текущий момент. Что мы делаем дальше? Мы добавляем новый продукт. Есть кнопочка «Добавить продукт». Мы заходим в Classic, нажимаем. Крепко напишет, крепко сжимаете ваш трекер, пока не услышите звуковой сигнал. То есть я зажимаю вот эту вот блямбочку и связываем два телефона. Крутится такая штучка, которая показывает, что сеть недоступна, подключите интернет. Что такое? Где мой интернет? Что-то здесь с интернетом какие-то проблемы. Так, по-моему, надо отключить Wi-Fi и идти на 4G. И пойдем на 4G. Пробуем еще раз. Крепко сжимаем. Ага. Зажаем до звукового сигнала. Так. Трекер должен находиться рядом с вашим телефоном. Идет сопряжение. О, пошло. Сопрягаем. Получилось. Теперь вы можете задать название вашему трекеру, вот этой монетки. Там ключи от машины, рюкзак, машина, зонт, игрушка, сумка, кошка, собака. Даже на собак можно, кстати. Это я еще не показал. Ну, сделаем ключи. Нажимаем ключи. Готово. Даже по-русски пишет. Вообще супер. Все. Теперь мы видим вот такое окошко. Позвонить и найти. Это значит, что если мы сейчас вот нажимаем позвонить, он начинает яростно пищать. Причем говорят, что 90 дБ звук, ну, достаточно пискляво. То есть вы услышите. В квартире, по крайней мере, вы услышите. Если вы не слышите, вы заходите, в меню, допустим, если вот у вас карта есть, если у вас несколько устройств, то есть у вас есть по карте, показывается, где он находится. Ну, сейчас, допустим, я нахожусь в помещении, естественно, Wi-Fi гуляет туда-сюда, но он, по идее, все равно будет привязан именно к вашему месту. Что еще тут есть? В меню есть получить бесплатный Chipola. То есть, если вы, например, купили один, либо кто-то вам подарил, вы его зарегистрировали, можете поделиться этим линком, купит ваш друг, либо вы купите, и за это вы еще получаете, если вы покупаете 3 друга, либо вы сами 3, то следующий вы получаете бесплатно. 4 бесплатно, грубо говоря. Так, показывать устройство есть. Избранные места. Это те места, которые вы можете добавлять на карте, где вам больше понравилось, чтобы запомнить, где вы были. Ну, это такая фишка. Разрешение, значит, Bluetooth, геолокацию, уведомления, эти разрешения, то есть, чтобы телефон дал вам
добро на использование. Как бы все. Но, то есть вы можете здесь добавить еще другие продукты. Есть карточки, точно такие GPS-ные, которые можно вставлять либо в кошелек, либо с кредитной карточкой, если вы боитесь потерять ее и использовать. Кроме того, есть хитрая штука, которая называется, то есть это хитрые настройки, есть хитрые настройки, которые могут, вот то, что я рассказывал, когда вы отходите от трекера, то он начинает пищать. Их здесь в открытом виде нет. Такой небольшой лайфхак от меня, ну это не только от меня, это как бы известно, но в данном случае от меня вы получаете небольшой лайфхак от меня, как сделать, где эти настройки, чтобы найти трекер. Нажимаем вот такая вот кнопочка сверху, 3 точечки. Нажимаем настроить ключи. И видите, ничего не появляется. То есть тут есть изменить тег, где название, смена рингтона. Кстати, рингтон тоже можно вот этот пищащий поменять, например, на такой. Или такой. Или такой. Оставим как было, ладно. А вот хитрый момент, что нужно сделать, чтобы включить эту настройку. Оказывается, нужно вот так вот взять и стряхнуть. И у нас снизу появляется лаборатория чипа. И здесь у нас звук включен. И два типа уведомления. Уведомление о выходе из зоны видимости и о попадании в зоне видимости. То есть, если вы оставили ключи и сами ушли с телефоном, главное быть только, естественно, с телефоном. Одно из двух должно быть при вас. Вот, то вы нажимаете уход из зоны видимости. Если вам интересно, то есть вам нужно, что вы, когда попадаете в зону видимости, например, вы вешаете этот брелок на багаж в самолет. Ушли в самолет, он где-то там, естественно, гуляет, вы прилетаете в аэропорт назначения, стоите и ждете, когда он, значит, багаж ваш приедет. На багаже, напомню, вот такая вот штучка. И что нужно, собственно, то есть что происходит, то есть багаж приближается, вы его не видите, потому что он там на ленте, он туда-сюда. Просто когда он попадает в зону действия вашего телефона, это до 60 метров, как я уже говорил, то происходит, вот он начинает, он завибрирует, кстати, тоже функция отключается, не всегда надо, чтобы вибрировал, потому что можно повесить на собаку, они, кстати, это предупреждает компания чипа, что собака может пугаться, поэтому можно отключать звук самого брелка. Вот, то есть брелок с багажом приближается к вам, но вы его не видите, но зато на телефоне у вас уже приходит уведомление, то, что ваш брелочек уже прибывает где-то рядышком. То есть вы можете уже смело, пока все остальные стоят там курят, вы быстренько подбегаете, забираете ваш багаж, который уже вот рядом. В общем, если вам нужен маленький компактный трекер, который будет всегда с вами, он не занимает много места, он всегда в кармане, он всегда с вами нацеплен на карабинчик, на ключах. Вот я, кстати, могу показать на ключах, как он у меня расположился. Очень такой компактный, маленький. В общем, выбирайте Чипола, потому что на сегодняшний день конкурентов нет у него. По тому функционалу, который предлагается, с теми вот, хотя бы взять вот этот вот оповещение при выходе из зоны, таких других трекеров на сегодняшний день не существует. Да, они все показывают там место на карте, они могут пищать, они могут говорить, все что угодно. Но самая главная фишка, это, я считаю, как для меня, например, это вот то, что они уведомляют вас о выходе, об отдалении от ключей, от самого этого трекера. Так что рекомендую. Если вам понравился этот обзор, внизу есть кнопочка подписаться на мою страничку, ставьте лайки, дергайте за колокольчик. И пишите комментарии, понравилось ли, может быть, какие-то есть вопросы по этому трекеру. С удовольствием вам отвечу. До встречи, пока.